back, everyone. Okay, this net lasts about 20 minutes or so. And it's Monday through Saturday. 6 дней я здесь провел. 6 дней. Погода поменялась, ветер кончился вот прям резко. А потом день штиля, второй день штиля и ночью 30-35 ветер. Прошло с тех пор 2,5 дня, почти 3. У меня вот нет уверенности, что у меня получится выйти в океан. Вот здесь такой пролив есть. Если не получится, то я, как все эти ребята, там сценическим путем, что называется. Так кажется, что не страшно. Да. Ну, всегда можно будет назад вернуться. И это еще даже не пролив. Рыболовный кораблик как-то вышел. Меня посетила мысль, а не хуйню ли я делаю? Держим курс. Меньше скорость. North Bar, thank you for altering your course to pass behind me. Еще скорость чуть меньше. Что, почти позади все это. Shit. Глубина 7, отлично. Ну, почти все, но мне это не понравилось. Но опять же, вариантов-то немного было. Либо сегодня, либо еще неделю здесь. Вот. Кончилась еда, кончилось все. Плюс мусор выкинуть надо и прочее, прочее. Вот. Ну, паруса стоят. Вот все паруса поставить пока не получается. Вот большие волны, и лодка в них сразу ныряет. Надо, наверное, отойти подальше от берега. И вот тогда добавим. Но расстояние между волнами очень большое. Это как бы океанский свел. То есть эти волны пришли издалека. То есть они с длинным таким периодом. И плюс еще здесь мелко. Вот. Мое путешествие сегодня 60 миль. Вон тот кораблик, по-моему, идет за островами. Да, это он.
Ладно, что. В общем, надо подождать, а потом я репортаж продолжу. То есть идея какая? Дойти вот до сюда, 11 миль. Дальше курс поменять. И прийти куда-нибудь сюда на... Вот это место называется Green Turtle Cay. Я вообще хотел воспользоваться стандартным Whale Cut, так называемый, но я понял, что в такую погоду там просто ничего не получится. Но там есть дальше, на 5 миль дальше, более широкий проход, меньше волн. Плюс будет прилив, я надеюсь. Я хочу туда попасть с приливом. Жик. Волны будут не такие большие. Но это все мои планы. Реальность может быть совсем другой. Вот это кораблики, это все моторные рыболовные кораблики такие маленькие. Катер. Ну что? Ну что, 4 мили поворот. Little Bagamo Bank. А море по-прежнему беспокойное. Волны, они идут с разных сторон, иногда они в каких-то точках соединяются, усиливаются. Сейчас с другой стороны засниму. Вот здесь хорошо видно. Суть проблемы. О, птичка, рыбка летучая. Но зато тепло. Мне вот, честно говоря, лучше в море, чем еще неделю на якоре. Я вот думаю, эти ребята, которые рыбу ловят, они... Это у них работа такая или это хобби? Интересно. О, кораблик рыболовный. Вот он появляется и пропадает. Появляется и пропадает. Я эту рыбалку не понимаю. В такую погоду, ну какой кайф. Все, поворот почти готов. Еще немножко сюда. Еще градусов 20. И 15 миль до следующей точки. Тот самый знаменитый Whale Cut. Я не решаюсь туда зайти. Мой план такой. Поскольку это самое неприятное, что есть на всех Багамах, самый опасный кат. Мой план такой: подойти поближе и по VHF, по радио вызвать кого-нибудь из местных и спросить, как там дела-то. Если почитать Луцию, там написано, что легко может быть breaking waves, да, когда там волна такая бежит, крутится вся, и тогда, конечно, никто не зайдет, не выйдет. Посмотрим. После поворота угол к ветру, конечно, поменялся. Стало 100. Я думаю, можно ослабить гроз, конечно же. Будет лучше. И даже гены можно ослабить, но это чуть попозже. Вот так вот. Вот стоило поменять курс. Угол к ветру 120.
Тишина, тишина, спокойствие. Можно гены добавить. Вот, все. Где рыболовный кораблик-то? Супер классно. Осталось 11 миль до Whale Cut. Не, определенно Downwind это прекрасный курс. Это просто как другой день сегодня. Море-то то же самое, ветер тот же самый. Ни брызг, ни качки. Все паруса. Красота. Он щупает парус, я вижу там вдали. Или где-то вот здесь надо сделать поворот и на Whale Cut. Вот он. И прекрасная новость. Люди проходят. Конечно, это большие рыболовные катера, но 30 узлов скорость, фига себе. Но значит, что и мы тоже сможем. И пришла мне в голову умная мысль. А спрошу-ка я этого джентльмена, как там вообще дела у него? Что там в этом кат? Sailing Vessel Mirage, Sailing Vessel Mirage, Colin Andromeda, Colin Andromeda. I'm looking for a report on the conditions in the Whale Cut. Далеко слишком, он меня плохо слышит. Он мне ответил, единственное, что я так и не успел. Все, что я разобрал, это что нету breaking waves. Это все, что мне надо знать. Ладно, значит Whale Cut сегодня у нас на обед. Для такого важного мероприятия я убрал паруса, но раз кораблик, 2, 3, 4, 5, все они хотят пройти Whale Cut. А все почему? Потому что вот здесь слишком мелко мы этот маршрут проделать. Don't Rock Passage. Тут глубина метр всего. Все мои волнения были похожи напрасно. Здесь прекрасные условия. Сейчас slack tide. Волны нет. По сравнению с выходом сегодня утром, ну это ж просто вот песня какая-то. Вернул все паруса. Считаем, что Whale Cut успешно пройден. Можно еще градусов 10 проверить. Так вот. Ну и... Ура, плевуйтесь, какая водичка. Мне еще миль 5, может 7 до стоянки. Последние несколько миль. Я думаю, встать на якорь где-нибудь, ну, аж прямо вот здесь вот даже, вот здесь, вот здесь.
и он, Green Turtle Cay. Несмотря на некое слегка волнительное начало, в итоге все отлично. 4 часа. 8 часов, 50 миль. Не быстро, но мне тут обещают завтра почистить дно лодки. Это вернет потерянные 1,5-2 узла скорости. Выглядит все прекрасно. Я здесь, наверное, тоже на недельку. Посмотрим, как ветер, может, день на 4-5. Мое дальнейшее путешествие, оно будет вот здесь, между островов. Прям туда вот. Spanish Cay, самый последний, потом Sail Cay. А потом West End Bahamas. На Гранд Багамы. Ну и, конечно же, подписывайтесь и ставьте лайки. Мне приятно. Well then if Portland lies behind us, let the merchant quake with fright. No God nor devil in the heavens will save his ships from us tonight. When we return again to Portland, I swear I'll climb the gallows stair. But truth be told, to reach old Portland is a fate we'll never share. Lost forever, we'll split the gold like brothers true. For other men's bright coins and treasure are never won without their due. When we return again to Portland, we'll rush to judges, guilt confessed. But truth be told, the road to Portland was never